это ее. Сейчас я перед KFC в Южной Корее. Так получилось, что я никогда не пробовала в жизни KFC. Поэтому сегодня будет обзор KFC. Бургер без контроля. Оригинальный. Просто 50 баксов на вечер. Я сейчас постараюсь заказать меню, которое в России нету. Сразу красненький. Там максимально маленькая касса, все автоматически в киоске надо заказать. Корейский KFC доставляет доставки, поэтому обычно доставщик там забирает еду. Вот, у меня точнее тебе пакеты KFC, давайте потихоньку вместе откроем. Пока я заказала KFC, я очень удивлена, что там очень разные цветы и разные вкусы. Давайте потихоньку. У нас тут 3 разные курицы, конечно, они такой миленькие, и у всех есть 3 кусочки курицы. Добро пожаловать в корейский KFC. Сразу у нас тут красненький. Я попробую. Тут корочка очень толстая. Даже немножко чуть аппетит убирает. Сейчас понюхаю сразу это перец. Вот такой вот мой нос. Чуть переживаю мой горло после этой курицы сейчас. Да, остро. Грубо острый вкус, немножко сладкий и супер соленый. Бомба курица. Хорошо, что я заказала только 3 кусочек, а не 8. В Корее считается, если у курицы больше корочки, чем мяса, это совсем обида. Но почему я не пробовала KFC корейский? Потому что в Корее уже очень много ресторанов сами готовят вкусную жареную курицу. Была острая, а теперь будет немножко не острый белый. Я хочу белый. По-моему, на обычную курицу засыпали тут просто сушеные специи. Это вкус с кукурузой, с сливочным маслом. Конечно, тут кукурузный порошок очень гениальная, мне кажется, и аромат хороший, и более богатый вкус создает, но проблема в том, что сама курица очень соленая, поэтому все убивают. Мне кажется, поэтому корейский KFC не так популярен в Корее. Слишком соленый. И у него есть тоже сладкий вкус. Вот следующий, наконец, что-то знакомая курица. Это курица в остро-сладком соусе. Это очень обычный корейский соус. Я думаю, что это точно будет вкусно, потому что KFC нужно просто ходить в корейский магазин и покупать этот соус. Не надо было экспериментировать это курицу с странными соусами. Цена не такая добрая. 3 куска курицы стоит где-то $7,5. Дорого. Вот, тут обычно такая курочка толстая. Мне это не нравится, во-первых. Но запах божественный. Я поняла, почему у KFC курочка толстая, такой жирный, потому что курочка вкуснее, чем мясо. Мясо слишком соленое, очень сильно замариновали. Как только я укусаю мясо, сразу во рту остается соленость, без вкуса. Хочется не соленый, свежий. Вот я заказала еще салат. Это просто капуста с майонезом, с уксусом. По-моему, это как раз нужно с курицей. Капуста с майонезом, как можно испортить вкус? Я бы хотела что-то свеженькое, но это тоже очень соленое, сладкий. Да. Камера внезапно сломалась, поэтому снимаем айфоном. Вот, дальше. Теперь будет KFC бургер. Хотя не знаю, как это есть. Тебе булочки заменили на мясо. Во, очень много бекон, мяса и овощей совсем нет тут. Не, лук чуть-чуть. Бургер ожирение. Бургер без контроля, я бы сказала. Не могу, супер соленый, только бекон. Если кто-то хочет такое мясное
бомба, тогда можно это есть, но мне не очень. Я не понимаю, как с такими вкусными ингредиентами готовить такую бомбу. Жесть просто. Когда я пробую KFC, только первые 3 секунды вкусная, и потом сразу соленость атакует меня. Я не могу защищать себя как так. Давайте следующий бургер, это будет с беконом. Вот, та-дам! Тут какой-то сладкий острый соус, капуста, бекон, тоже майонез какой-то и еще соус. Тут курица очень большая. Проблема в том, что она невкусная. Бургер. Тут как будто бы это булочки спасали меня, но нет, сразу вот эта соленость курицы остается во рту. Я даже не знаю, о чем говорит, просто мне деньги жалко, честное слово. Я просто стала антифанатом KFC. По-моему, то самое вкусное ни бекон, ни курица, это булочка. Очень интересно, что в KFC курочка вкуснее, чем мясо, булочка вкуснее, чем начинка мяса с чем-то. Надо что-то вкусное, потому что я так сильно расстроилась. Вот, теперь это будет бискет, это будет булочка. Это точно будет вкусно, потому что я даже видела его в корейской драме. Та-дам! Даже в интернете рассказывают, что бискет вот это вкуснее, чем курица. Клубничный соус. Она более хрустящая, чем курица. Вокруг хрустящий и внутри влажный. Я даже не помню, что я заказала, потому что много заказов. И пока пробовала, все забыла. Это что? Угадывайте, что внутри. Сыр? Mac and cheese. Но очень сильно отличается от того, что я видела в картинке. Это не курица, это не бургер, поэтому точно будет вкусно. Просто хорошо чувствуется сыр с макаронами. Это самое успешное, мне кажется. Следующий. 떡볶и с курицей. Очень рада видеть это рисовые палочки. И еще рисовые палочки чуть-чуть обжаренные. Курица что-то боюсь пробовать, потому что знаю у него какой вкус. Не, вот, я сказала, первые 3-5 секунд что-то вкусно, и потом сразу. Рисовые палочки вкуснее, чем курица. Я думаю, что это KFC надо продавать за границу. Не только в Корее, это очень вкусно. Наконец-то что-то деньги не жалко. Может быть, у меня уровень чувства вкуса повысились, но все равно я не могу сказать, что KFC в Корее вкусная. На самом деле, я проверила отзывы KFC в Корее, но все говорят, что слишком пересоленные, поэтому я полностью согласилась. В итоге деньги очень жалко. Просто 50 баксов на вечер на KFC. Это очень интересная ирония в KFC. Вот это сайд-меню, да? Вот такой закуски всякие не мясные, вкуснее, чем главное меню. Вот, прошу прощения, что видео долго не было, потому что у меня нога подвернулась в горах. Поэтому так случилось, и теперь будет чаще, надеюсь. Тогда 안녕!